Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 27 мая по 2 июня. Давайте узнаем с вами, что думают карты для вашего знака зодиака и какие подсказки приготовили. Конечно, будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой Таро расклад, прогноз не может рассказать о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы для себя получите. Какой-то пазл свой сложите. Потому что, когда мы смотрим общие прогнозы, каждый думает о чем-то своем и примеряет вот эту подсказку или как карту переложить на ту реальность жизни, которая у вас происходит сейчас. Рассмотреть альтернативный вариант развития событий. Это всегда очень важно. Мы зададим наши традиционные вопросы. И первый у нас будет, что важно знать, или, возможно, та сфера жизни, которой вам придется уделять внимание. Неожиданности или чего не избежать, с кем мы можем столкнуться. Чему сейчас не время или какие энергии могут нам помешать. Что же будет вам помогать, мои дорогие львы и львицы? Что вас будет радовать? Что скрыто? Возможно, вы чему-то не придаете значения. Ну, может, и кто-то скрывает, узнаем. И по основным сферам жизни. Дела, работы, бизнес тоже смотрим. Энергии. Энергия денег на эту неделю. И личная жизнь. Что же для вас важно знать? А это, знаете, по карте повешенной. Какой-то стопор, застой. Застой в делах или в ваших творческих планах. Для людей творческих любой застой – это как болото. И вы можете чувствовать наиболее остро этот период, когда мне бы уже хотелось что-то изменить. Для кого-то из вас эта карта может проиграться, когда предыдущий период, достаточно долгий, был связан с тем, что вы не могли принять важное решение. Или объективные причины были к тому. Или помимо объективных причин не хотелось рисковать. По этой карте все же мы никак не можем к чему-то приступить. Или чего-то мы не можем начать. И в результате мы тоже оказываемся в тупике, потому что вот эта прокрастинация, она длится слишком долго. И это не просто тупик сам по себе, но это еще и, когда, знаете, двойственность ситуации делает нас заложником ее. И поэтому важное решение, скорее всего, вам предстоит на этой неделе таки принять, чтобы выйти из этого подвешенного состояния. Или, мои дорогие, вы могли кому-то, допустим, пообещать помощь. Или участвовать в каком-то деле, которое не столько нужно вам, как кому-то другому. И вы чувствуете себя тоже заложником. Мне нужно как-то этот вопрос разрулить, поставить в чем-то точку. Но вот как это сделать, вы еще пока не знаете. Одним словом, свобода на первом месте, что важно знать. Не должно быть какого-то застоя, по крайней мере, в той или иной сфере жизни, как в том или ином вопросе. Вы будете свои мысли направлять в то русло, как быстрее разрешить какую-то застарелую ситуацию. Или вот этот период ничего не делания, когда вы не можете принять важное решение. Или выйти из каких-то ограничений, обязательств, из всего того, что вас самих стопорит. Давайте неожиданности посмотрим. Старший аркан. Тут действительно нужно что-то решать. Королева жезлов. Ну, вот это та, которая умеет решать. Вообще-то это ваши энергии. Жезлы – это огонь. И сама по себе энергия этой карты – это решимость. В неожиданности, правда, посмотрите, насколько в этой карте нам точно художник передает, что мы можем чувствовать. Как эврика. Я теперь точно знаю, как. Кстати, королеву жезлов отличает то, что она умеет хранить тайны. Она никому не рассказывает о себе. Ну и где-то чужие тайны она тоже хранит как надежное место. Можно доверить королеве жезлов. И при этом, при всем, умеет работать правильно с информацией. И самый, наверное, такой кульминационный момент – умеет правильно распорядиться деньгами. Все это почему? А потому что в королеву жезлов жизнь ставила несколько раз на колени. Она научилась надеяться на самую себя. И даже если меня смотрят мужчины, все же мы смотрим энергетику. Это вот подобные энергии вы можете чувствовать. Или
вот все то, что я долго говорила по карте повешенной, как раз и проигрывается по королеве жезлов, но уже в другом ключе, когда вы находите выход из вот этой застарелой ситуации или зависшего состояния, или когда вы принимаете решение. Да, безусловно, помогает, когда мы никому это не афишируем, где-то на своей волне. Но и с другой стороны, у вас сильная позиция. Чему сейчас не время? Вот насколько разные энергии, посмотрите. Так вот, чему сейчас не время? По королеве чаш ожидание, это расслабленность, это нега, это интуиция, безусловно. Но, видимо, тут не столько интуиция для вас важна, сколько материальный просчет, умение видеть, что же есть в реальности, от чего-то оттолкнуться. Ну, где-то, может быть, по королеве жезлов продуманный риск, именно продуманный, когда ведь любая решимость, она где-то сопряжена с риском. Мы выбираем одно направление, а от чего-то мы отказываемся. Вот какой-то важный выбор, и именно на этой неделе, может быть, от вас будет зависеть, что вы проясните как для себя какую-то обстановку окончательно. Или вы кому-то скажете о своем намерении. Может быть, это будет касаться работы, все-таки у нас жезлы, или денег. Новую стратегию вы для себя какую-то просчитаете. Но не время бездействовать, не время ожиданию. У вас две королевы, мои дорогие, львы и львицы. Вы люди видные, красивые, импозантные. Когда лев заходит, его всегда видно, на него всегда обращают внимание. Так вот, две королевы уже, а вас могут сплетничать, но вас это не должно останавливать. Вас не должно останавливать мнение чужое. Слушайте подсказки собственной души. Чего вы хотели, или точнее, что вы хотели осуществить? Как вы видите свою дальнейшую жизнь? Что-то на повестке дня лично для вас самих, для качества вашей жизни на этой неделе решается кульминационным образом. Вот выход из этого застоя или из какого-то подвешенного состояния требует от нас быть реалистом, безусловно. Но и по королеве жезлов на что-то решиться. Что же вам помогает? Праздник после победы. Значит, приняв важное решение, слушая самого себя, доверяя самому себе или самой себе, вы очень быстро убедитесь. Ну, наконец-то я принял или приняла какую-то новую стратегию, тактику, новый бизнес-план, может быть. Или теперь у меня закончилась вот эта двойственность. Или какая-то замороженная ситуация, и вы, приступив к какому-то делу, но практически за довольно короткий срок будете себя благодарить за то, что сделали правильный выбор. Помогает практически якорь. Вот эта карта якоря в нашей жизни. Потому что четверка жезлов – это как 4 столпа. Это судьбоносное решение. И, как я уже сказала, это праздник. Вы останетесь довольны, что какая-то ситуация закончилась. Это как гора с плеч. Что скрыто? Ваши сомнения скрыты, страхи скрыты. Карта Луна. Вокруг вас еще, мои дорогие, обстановка, она такая, знаете, как есть ориентиры, есть как образы, но нет конкретики. И вот когда даже словно сумерки вокруг меня, или вы можете ощущать, я исследую непознанную землю без карты. Может быть, это новое направление вашего творчества, новое направление в вашей работе. И вы можете чувствовать неуверенность, но пройти как будто через это нужно. Да, карта нам говорит, тут никто ничего не скрывает. Это та путаница, где-то смятение в нашей душе, потому что мы чувствуем остроту момента. Нам приходится делать выбор в той ситуации, когда вокруг вас обстановка неясна, или вокруг вас происходят обстоятельства непреодолимой силы. Но, мои дорогие, скорее всего, карта Луна, она может говорить о том, что для кого-то из вас небезопасная ситуация. Меня смотрят люди из разных стран. И она вас именно подталкивает не медлить с каким-то решением. И значит, даже в небезопасной ситуации нужно направляться к тому месту, ведь пусть не в этой колоде карт, а в другой колоде карт. По карте Луна нам очень конкретно говорят о том, пока я с вами говорю, я достану колоду 78 дверей, поскольку это очень наглядно изображено. Именно здесь важно, и я не поленюсь,
это достать. Так вот, по карте Луна нам говорят однозначно, что ты должен двигаться в направлении безопасного маршрута. Ты не должен этот риск этот может выражаться в каком-то вашем решении. Вы можете чувствовать, но просчитать что-то вам абсолютно необходимо. И в данном случае, если риск имеет в виду под этим словом конкретную опасность, которая исходит извне, так вот, вам как раз нужно выбрать то место вашего надежности или надежного положения, или назовите это цитаделью, назовите это «мой дом, моя крепость». У кого-то конкретно работа на дому. Это может быть как подсказка. Вы просто не видите, или вы, вот, может быть, об этом сейчас размышляете, то тогда работа на дому будет предпочтительна. Не должно быть внешних каких-то обстоятельств, которые могут для вас осложнить, ну вот в самом конце, вашу жизнь, мои дорогие. Почему я так говорю? Обратите внимание. Девушка, и для кого-то, кстати, мои дорогие девочки, может проиграться ситуация «я жду ребенка». Но есть ожидания, но это ожидания не бесплодные надежды какие-то должны быть, что ситуация сама по себе изменится или как-то отстроится, или я повторю, ну, попытаюсь что-то изменить в прошлом или в той ситуации, которая тянется из прошлого, подкорректировать, ну, как что-то реструктурировать, изменив какие-то детали. Тут нет, нам карты говорят, тут нужно менять что-то кардинально. И вот по карте Луна в колоде 78 дверей у нас изображена дверь. Принципиальное значение имеют двери, открытые или закрытые, и каков ключ. Так вот, дверь у нас закрыта, она находится под наклоном. И здесь, в этой колоде карт, нам изображена Пизанская башня. Вам нужна задача войти вот в эту Пизанскую башню. И хоть вроде под наклоном. И мы знаем, Пизанская башня может упасть, но она падает уже столетия, тем не менее, простоит еще столько же, и карта нам говорит, тебе твоя задача открыть эту дверь. Но вот вопрос, двери нет ключа. И первое, мы должны быть готовы, и я думаю, многие согласятся, если вы хоть раз в своей жизни пытались открыть дверь, та, которая накренилась, это всегда сделать достаточно сложно. И поэтому для вас какой-то выбор будет тоже сложный. И вам придется ключ двери, страж двери, хамелеон. Вам придется договариваться с хамелеоном. И поэтому вам самим следует тоже где-то обладать мимикрией. Быть, я образно говорю, но быть великим актером. И, возможно, вам придется одевать маски. И это совершенно необходимо, потому что вы пока не знаете, как разовьются события. Корректировать свои планы в дальнейший период жизни вам придется. И несмотря на то, что выбор вы делаете сейчас, но себя настроить на то, что я не должен себе навредить. Это какое-то должно быть очень важное решение. И не обязательно это нам говорят о том риске, который последует дальше. Это может быть тот риск, который, или чтобы вы меня поняли более конкретно, оцените, наверное, ваши риски, что для вас, потому что я вижу, что для многих из вас этот выбор как раз и может быть, или сложность выбора в том, что вы не можете принять решение, потому что не можете оценить риск. Так вот, оцените, есть риск неизвестности или того, что будет потом. И оцените тот риск, как вы останетесь в прежней ситуации и как разовьются те события, в которых вы сейчас находитесь. Что положите одно и другое, как на чашу весов, что перевесит. Или какое-то ожидание вот в том месте, где вы находитесь, и может быть тоже тысячи неопределенностей. Или когда вы ставите в чем-то точку и идете вперед. Это риск в неизвестности. Но, тем не менее, может быть неизвестность более благополучна, нежели то место, где вы сейчас находитесь. Я надеюсь, вы это понимаете, потому что карта Луна, сложновато ее трактовать. Для кого-то из вас это, вот я сказала, работа на дому. Или это могут быть вопросы, связанные с вашим благополучием, с вашим домом, где-то финансовым обеспечением. То есть могут перекликаться вопросы, когда нужно сделать ремонт. Правда, и ведь нам тут про Пизанскую башню сказали, когда мой дом, моя крепость. Или вопросы, связанные с близкими, с вашими партнерами, может быть, по браку. Тогда я могу сказать, что по карте Луна
ваши близкие вас, скорее всего, поддержат. Переложите вот эти тонкие нюансы на свою жизнь, поразмышляйте, как это проигрывается в вашей жизни. Но никто ничего не скрывает. Просто это ваш выбор, он достаточно сложный. Дела, работа, бизнес. И все же карты нам говорят о том, что мы идем вперед. Мы закрываем в прошлое дверь. Ну, не частично, мои дорогие, а буквально полностью. Нам показана девушка, которая смотрит в горизонт. Нет ничего в прошлом. Не хочется даже оглядываться. И обратите внимание, по десятке мечей. Девушка без всего. То есть буквально, может быть, вопросы материализма, они важны только в том контексте, когда на нас лежит ответственность за кого-то еще. И тогда нам нужно просчитать, насколько эта мера ответственности, которая возложена на вас, может быть, за ваших детей, к примеру, или за ваших близких, насколько это будет, ну, как-то фундаментально надежно, вот этот момент. Но все же здесь не первая, как материализм, не первая скрипка, а какая-то ваша задумка, идея, духовность, ваши ценности, мои дорогие. Девушка идет налегке. Вот именно этот нюанс я хотела вам передать. И тем не менее, финансы. Вы не должны собой рисковать. Вам придется быть хамелеоном, потому что, может быть, вам по финансам придется провести очень важные разговоры, уйти от какой-то ответственности, правильно взаимодействовать с людьми. Люди будут с вами хитрить, и если как-то финансовый вопрос увязывается с договоренностями или с какими-то важными переговорами, разговорами, тогда действительно будьте хамелеоном, другого вам не остается. Помимо всего прочего, семерка мечей вас не должны обмануть, мои дорогие. Об этом тоже помните. Называют эту карту картой вора, поэтому будьте аккуратны. Входя в интернет, начнем с этого. Не переходите по мутным ссылкам, проверьте эту ссылку, куда она ведет или откуда она пришла к вам. Если вы получаете письмо на e-mail, буквально будьте к недвижимому, движимому кошелькам внимательны, к своим деньгам и к тем предложениям, которые вам поступают. Вот здесь себя обезопасить нужно действительно вот эта цитадель, куда вы должны войти. И кто-то будет договариваться, переходить, может быть, на удаленную работу из вас, я вот могу такое предположить, или кардинально менять вид деятельности, но желает это сделать как-то мягко, аккуратно. Вы хотите просчитать наперед свою стратегию по финансам, возможно, в эту неделю. Это сделать будет тоже не так просто, поэтому заручитесь хитростью, мои дорогие. Заручитесь буквально актерским мастерством, как я сказала, мимикрия, и по части финансов в первую очередь, и по части заявлений своих громких. Помните, мы сказали по королеве жезлов, она умеет хранить тайны, свои и чужие. И даже при всем при том, что за вашей спиной могут сплетничать, вас могут, мои дорогие львы и львицы, где-то пытаться подставить, правда? Есть какая-то небезопасная ситуация, и вы, скорее всего, что-то чувствуете, и вам нужно уйти в безопасное место и из какой-то затянувшейся истории. Вот вижу так. Личная жизнь. По личной жизни пятерка жезлов не такая крупная карта, но надеемся сами на себя. Если в сфере вот всех каких-то событий и по предыдущим картам неоднозначно карта говорит, пятерка жезлов, что, может быть, это и связано с вашими партнерскими отношениями по браку, и ваш близкий человек в курсе вашей событий жизни или какой-то истории, которая больше деловых ваших планов касается, или смена места работы, или переезда куда-то. Вот такое тоже может быть. Но по пятерке жезлов часто проходят те люди, на которых мы не можем понадеяться. Увы, мои дорогие. По пятерке жезлов проходят те люди, да, они могут нас слушать, за нас переживать. Но определенная детскость в этой карте идет. Нам могут пообещать что-то утром, а вечером уже забыть. Мы не можем надеяться на людей по этой карте, правда? И еще эта карта информационного хаоса, так ее называю, когда вам придется отделить зерна от плевел, разобраться, что же действительно надежно, стабильно. Или вам придется работать с большим объемом информации, что-то дополнительно доузнавать, довыяснять. Может быть, как работает в отношении вас закон.
Но, мои дорогие, интересная неделя, которая сопряжена с важным решением, и даже если какая-то турбулентность вокруг вас, у вас все равно получается праздник. Значит, важное решение и какое-то совершенно новое направление для этой недели для вас будет как кульминация на последующий период жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, вот такой расклад. Давайте я, знаете, мне все-таки хочется достать для вас карту как совет. Неожиданно совершенно. Что-то у вас такое на повестке дня может стоять, на повестке недели. Давайте как вот к карте аркану повешенной мы достанем карту совет. Что это? Пусть как направление или способ приложения усилий, сил ваших. Храните терпение, дзен буквально. Когда вас будут к чему-то уговаривать, на вас будут пытаться воздействовать, мои дорогие, вас будут пытаться купить на лесть. Вас могут с другой стороны в чем-то обвинять. Вот самые разные такие направления. А посмотрите, насколько точно прорисована карта. А мне все равно. Я на своей волне. Вы должны принимать решение в том направлении, куда вас зовет душа. И не информацию, вот если вы слышите, королева жезлов, мы сказали, правильно работает с информацией. Она как-то анализирует и для себя правильный фарватер выбирает. Вот, наверное, дважды вам это будет помогать. И когда вы не торопитесь, даже если вас куда-то быстро зовут или говорят вам, вот прямо сейчас сделай то, или соглашайся на это, промедление смерти подобно, врут. У вас есть время подумать. Вам скорее для того, чтобы, как ни странно, выйти из этого тупика или из подвешенного состояния, нужно слушать самих себя и двигаться только в том направлении, куда вас зовет душа. А вся та информация, предложения, будь то лесть или конкретные какие-то возможности, их нужно продумать и в данном случае в более таком реалистичном ключе, чтобы не подвергать себя риску. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.